Меня зовут Мария Наумова. Я объездила свою страну, чтобы рассказать вам сегодня об удивительном путешествии, о потомках собаки великого батыра Манаса, окунуть вас в мир редкой породы собак – кыргызской борзой тайган. Белек, что в переводе с кыргызского языка означает «подарок». Кыргызы считают, что собака дарованная им Богом. Почему? Это мы узнаем с вами чуть позже. Для этого мы отправились в долину Суу-Самыр, которая расположена на высоте более 2500 метров на юго-западе Кыргызстана. Нельзя не заметить удивительный факт. Несмотря на модернизацию, перехода из кочевого образа жизни в оседлый, быт кыргызского народа бережно передается из поколения в поколение по сей день. Кыргызский тайган – редкая порода собак, которая буквально пару лет назад была на грани исчезновения. В настоящее время численность их значительно выше, однако найти породного тайгана все-таки еще тяжелая задача. Сегодня в долине устраивают большой праздник, поэтому будут проводиться традиционные игры, на которые съедутся владельцы этих собак со всех регионов Кыргызстана. Для нас это уникальная возможность увидеть этих редких особей и разобраться, как же все-таки должен выглядеть настоящий тайган. В основном тайганами занимаются мужчины. Все-таки это дело серьезное. Навыки традиционной охоты – удел только сильных джигитов. Для поддержания породы и азарта в своем деле владельцы тайганов, которые на кыргызском языке называются тайганчи, участвуют в ряде состязаний. Регистрационный взнос составляет всего 200 сом или $3 за одну собаку, поэтому многие привозят с собой нескольких тайганов, дабы поднять вероятность выигрыша. Призовой фонд хоть и небольшой, но участие и призовое место повышают статус собаки, а значит и статус его владельца. Соревнования всегда проходят зрелищно, именно поэтому на них собираются большие толпы людей. Самое популярное – это тайган-джарыш, что означает «забег борзых». Дистанция довольно большая – 300 метров, поэтому тайганы, как настоящие спортсмены, обитая в условиях высокогорья 2500–4500 тысяч метров над уровнем моря, они обладают большой выносливостью и сильными физическими данными. Пока тайганы готовятся к старту, ярые болельщики уже активно готовы поддерживать вырывающихся вперед тайганов. Послушайте сами. Во время забегов высока вероятность получения травм. В этот раз повезло, собака отделалась только небольшим повреждением. После забега собакам полагается отдых. В горах Кыргызстана борзая получает все самое лучшее.
Питается натуральным мясом животных, щипает зеленую, полную витаминов траву, пьет и купается в ледниковых водах. Сама порода в содержании неприхотлива. Проживая в суровых условиях, они привыкли заботиться сами о себе. Однако перед местной выставкой собак, где будут выбирать лучшую особь по красоте и стандарту, хозяева приводят в порядок шерсть, бережно расчесывая бурки на ушах. Судейство выставки собак ведется коллегиально. Из 7 регионов Кыргызстана приглашается по одному уважаемому тайганчи. По этой схеме судья оценивает каждую стать собаки, выставляя оценки по пятибалльной шкале. Именно 7 судей решают, какой тайган наиболее соответствует стандарту породы. Смотрят, ножницеобразный ли прикус, полный ли комплект зубов у тайгана. Проверяют ширину маклаков, это играет принципиальную роль. Здесь не принято нанимать хендлеров. Хозяин сам покажет все прелести своего тайгана. Сильную челюсть, длинные уши, достигающие 14 сантиметров. Как говорят кыргызы, хорошего тайгана должно быть видно сразу. Birinci orunda kuyruk dördü menen baydalar saman ekimin son. Birinci orun Abul Kasımov. Abul Kasımov. 700 son. Joe. Çalıştırıp. Одна из трактовок слова «тайган» — это «кровь жеребенка». Для кыргыза конь и тайган — необходимые помощники в охоте. Однако, прежде чем выйти на настоящую охоту, борзую приучают играть со шкурой. Позже игра превратится в настоящую схватку, и тогда уже не будет такой забавной. Основная отличительная черта в том, что тайган – это единственная борзая в мире из всех пород, которая гонит не только в озерку, в угонку, но также и по следу, по запаху. То есть это уникальное свойство, отличие от других борзых. Ни одна другая борзая по следу не идет. Тайган, поскольку он охотится в таких так называемых закрытых местах, территориях, это вот горы, леса, перелески, овраги, дюны, вот. Поэтому есть необходимость у тайгана при потере зверя в озерку идти уже по следу. Этим он отличается. Теперь, еще одно отличие тайгана от остальных – это исключительная маневренность. Во-первых, скорость, высокая скорость, очень высокая скорость. Вплоть до 70, может быть, даже больше километров в час. Причем и исключительно выносливость. Допустим, если другие многие борзые скоростные, их хватает на 1,5-2 километра, тайган может гонять в полную силу до 5-6, это минимально практически сколько он может гонять. Это раз. И еще другая отличительная черта в том, что, допустим, по горам гнать вокруг одной горки там 10-12 кругов, подобно гончей, тоже не проблема. Очень великолепно, прекрасно на скорости бегает по моренам, по камням, по перелескам.
отты. Адан үлестерін астерден бір оқы Тартай. Құдай бұйырса қаншаға майланып чоқ армалып тұр. Ечінде бір кемпірдің. Менділі қармамақ мені қайтар отыр. Строение головы отличается от других борзых, потому что у них есть выступающие надбровные дуги, кость. Вот прекрасно, вот смотрите. У всех отличительных борзых череп очень прямой и ровный должен быть. Но при виде сбоку тайгана как бы видится как бы вот самое. Это на самом деле вот это надбровная дуга. А вот посередине ровно лоб у них, голова, череп у них ровный. А вот выступающая надбровная дуга это защита как раз орбиты глаза от удара других посторонних предметов. У тазы здесь это надбровный дуг практически не развитые. У них нет необходимости защищать глаза, потому что они на открытой местности. И поэтому у них наоборот, чем шире обзор, тем лучше. А у тайгана вот такая вот интересная вот деталь. Вот. Ну и, конечно же, высокий рост, вот этот холка, вот этот переслед, так называемый подшипник, это первый поясничный позвонок. Он без верхнего остистого отростка, потому что значит, поясничный позвонок смотрит вперед, а эти спинные назад. И чтобы при повороте, при изгибе, при это самое тело тайгана практически пополам складывается, надо, чтобы вот эта кость не мешала другу. Вот это называется переслежный, это подшипник, это отличная черта. Ну и, конечно, очень собака стройная, высокая, красивая. Вообще многие говорят, что хороший тайган, вот глазами, очень похож на молодую красивую девушку. Дорога до нашей конечной точки непростая. Необходимо преодолеть серпантин через перевал Тоо-Ашу, один из самых сложных перевалов в Кыргызстане, который находится на высоте более 3500 метров над уровнем моря. Около 6 часов мы находились в пути и наслаждались красивым видом с высоты птичьего полета. По дороге завязался небольшой разговор. Уважаемые аксакалы поделились своими планами на ближайшее мероприятие. Цель нашей поездки – это поддержание, возвеличивание нашего традиционного тайгана, это наша популяризация. Судьба тайгана называется. Да. Судьба тайган мы решаем. Да, вот Мы наша. поддерживаем тайгана, чтобы славиться весь мир. На весь мир. Что Сейчас прославить. весь мир тайган, от него видно, что он Это уникальная собака. не колерованный. Там Это аборигенный Да. тип называют. Это Да. наши отцы, это деды самый так используют. старейший от Бога подарено кыргызам. Чтоб кыргызы от голода не сдохли. Не умерли. Не умерли. Они только мясом питались. Вот тайган. Kırmanдағы гүл болсын, қырандан соққан жел болсын, аққу бір болып құлақтап ей, жашыны парыға итен болсын. Ақ жаңбыр болсын жаздағы, мен болсам алма шақтағы. Салқынға бассам қызарып ей, сені сүйген жоға ұялчағым. Қара бойдақта кім бар? Шақыралым істейді. Ömrümden ayı
Onda sizler türüm Söz kılsa kızlar seni kızganamın Aylıma gelir benden bastırırken Azap onayın ay gözümde kızlama Сегодня большой праздник. Первый международный этнофестиваль кыргызского тайгана «Родина Каракуш». Посетить это мероприятие приехали гости из дальнего и ближнего зарубежья. Этот фестиваль назван в честь первого тайгана, который в 1983 году прославил породу на международной выставке в Москве, где получил высокое признание судей по экстерьеру и состязаниях по оценке рабочих качеств. Именно поэтому это имя приобрело большую популярность среди заводчиков тайганов. Черга будет шашами забирать, вот лошади уже подготовятся. Полностью скорость говорит. А полная скорость это сколько? Примерно 50, 50 var mı? Kança? 70-70 говорит. Ага. Жолдан қашқыла, Allah yürüyüş falan durur. Bana bir nolek geldi ha? Бұрғыла председатель жюриге берем, адыр микрофонды. Орысша айтып, бардыңар қатысқандар отырыңыз. Ya birinciden uqqanımız, görgön emas da. Первые 4 собаки. Значит, вот этот первый пришел 100%. Правильно. 100%. Этот бежал сначала хорошо, потом стал играть. Поэтому за ним он отстал, а за эти пришли второй и третий. Апасын етешен бала қара тайғанды қырмап тұратын екен. Талас қылша қойыңыздар, талас. Екінші ортадағы. Тоқтағу, екінші ортадағы. Үшінші. Екі тайған бірі тоқтағу, бірі çoğarıqtan кетті. Бірінші орын талас кетті, қылша қойыңыздар. Первое место, приз, поздравляю. И вот вам подарок. Моя книга о тайганах. Talas, talas, yerimiz talas, atamız malas, hırra, hırra, barbal kırgız, barbal malas, barbal talas,
Көрінді Урматты туғандар, екінші призді Тоқтоғұл шаарынан келген мына Қарақұш деп аталған этно фестивальді өткөрдік еле. Бұл Тайғандың екінші келгендағы аты Қарақұш екен. Қарақұштың атындағы бір шығарды. Тоқтоғұл! Қане көзін Ой, баракелді. Тоқтоғұл! Манеке чоңарақ, үшінші орын. Тоже аты Қарақұш екен Тайғандық. Қол шапаңыздар, чоңарық. Урғашы Тайғар екен мұнаке ең жақшылық айтып мақтап отқанын көрдіңіздер. Маша қызыма рахмат, қол шапаңыздар барды мұна. Құйрықты көрдіңіздер ме? Құйрық мынандай шығырық болады екен да. Тайғанның құйрығы үшін шығырылады екен. Спасибо большое, спасибо, рахмат. 8.7 hocam. Baş çevresi herhalde. B çevresi. Başın en geniş bölgesinden alalım. Несмотря на многовековую историю, в международных федерациях тайган входит в группу непризнанных пород. Если пару лет назад остро стоял вопрос о сохранении породы, то сегодня активно поднимается вопрос о признании его национальным достоянием Кыргызстана и включении в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Именно для этого тайганчи проводят племенной осмотр совместно с турецкими учеными из Кыргызско-турецкого университета Манас. Подробные замеры каждой особи необходимы для более глубокого изучения породы, чтобы в дальнейшем кыргызский тайган был включен в основную группу борзых. Однако самое главное, начало уже положено. Кличка какая у нее? Сайкал, Сая. 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 Не бойся, Сая, ты что? 13, 13 уже? Первые промеры тайгана были сделаны в 1950 году, а в 60-х годах был утвержден стандарт породы, который затем терпел незначительные изменения. Последние нововведения были внесены в 95-м, однако в связи с возникшими спорами среди владельцев тайганов готовятся новые изменения. 34 çevresi. Projenin amacı Tayganın standart vücut ölçülerini çıkarmak ve standartize etmek. Ondaki değişiklik, renk, cilago yüksekliği gibi değerler. Bunda artı 10 değer daha ekleyeceğiz. Небольшими нюансами по стандарту породы поделился с нами один из судей этнофестиваля. Он рассказал нам, что высота кобелей в холке минимум составляет 65 сантиметров. Для представителей же противоположного пола 60. Индекс растянутости у самцов около 105, у самок около 107. И желательно, чтобы коэффициент этот шея тоже была не короткая, а определенной длины. Потому что когда идет, эта шея помогает ему варьировать, схватить там, где нужно схватить и остановить. И грудная клетка тоже из биологии нам известно. Когда бежит, любое живое существо, ему нужен обмен веществ, окисление идет. И здесь должна быть определенная грудь и легкие, и сердце, риторика, чтобы это все обмен веществ шло. Поэтому если узкая, маленькая, это как в машине мотор. 1 куб, 2 куб, 3 куб. Чем грудь больше, это как мощнее мотор. И будет хорошие результаты. Одним из самых отличительных породных признаков является хвост. Сросшиеся позвонки на конце хвоста образуют неразгибающийся крючок. Тайган, который в высокогорьях,
он должен быть обязательно оброслый. Зимой обычно, когда мы охотимся, зимний день очень короткий. Зимой в горах очень большой снег бывает. И когда тайган поставит его на отстой, за дневной промежуток охотник иногда не может достичь туда, этого места. Наступает ночь. Охота заканчивается, он возвращается домой, но эти тайганы, которые оброслые, они сутками сидят и ждут. Вот когда на скале стоит козерог, там вход-выход, опытный тайган, он стоит сверху и слушает. Если он вправо, он справа перекрывает ему. Если слева, слева вход. И тогда с утра пораньше охотник едет. Бывают и такие случаи. Вот уже доезжаешь, уже надо стрелять, уже наступает туман, и все, дальше 2-3 метров не видно. Приходится опять возвращаться домой. И бедный тайган уже ждет не сутки, 2 сутки. И когда уже дичь на 3-й сутки достаем, здесь традиционно мы распарываем живот и теплой печенью угощаем, чтобы собака не умерла, а осталась живой. Мы знаем это. Молодая она, еще будет расти. Очень хороший коленный угол. Вот у многих. Она молодая, не сравнить. Голова, бар. Тайганов нет такого. 95 жылы тайганшылар алып келген салбырынға лайықты қашқырды байлап қойып талатқанға смешке қырса қырғыз тайганды. Соның болады, тиіс алады. Қырғыз тайганға любой қырғыз итті қош, бөлек породаны қош. Балқада құмайық породасы, қырғыз тайгандан. Бұлар афганский породасы, кейінірі стандартқа жасықты, мына қырғыз тайганы. Өзі қырғыз тайганы. Қазақтар алып қойған 93 жылы. Анан біз 95 жыл орта жүн, мына мондай тайгандарға. Мондай бір аз төртелі, берінде төртелі чачы бар, ушылар болған біздікі. Ошолорду енді біз ушуну неметіп қалалы деген да? Алып қалалы. Анан кейін ушылар алып қалалы. Афган, таза афган көтті. Ушылар бұттары, лапалары түстірмақ болады. Как боксерский перчатки делают, бұлар біз білбейіз тайган. Наших предков деды, и мы охотимся с ними. На речке пойдет, да, снег, люстра будет он, снег липается. Как люстра, ходить не может, как охотиться будет. Они охотятся и греют. Как греет, он не сушится зимой, как мокрым будет, не сушится, не будет. Там замерзается. У нее остается кошмар. Это валенки. Валенки мы носим. Как охотиться с валенкой? Оброслость, она спасает вот эти камни в горах высоко, там остроконечные. Даже говорю, даже не то что лапы, эти машины, когда едут по перевалу, эти осколки камней режут шины. Также они спасают лапки тайгана. Черный окрас, я считаю, это я сам как инженер-механик и любой интеллигентный человек понимает, темный цвет притягивает лучи солнца. Вот тот же, когда он в горах, холодно, он быстрее согревается и сохраняется. А если белый цвет, мы знаем, он отражающий цвет, и он как холодный. Поэтому лучше быть темного цвета. Он там может и черным быть, или как еще палевый, или дымчатый, но желательно темного цвета. Это в холодных регионах. Но в то же время, когда в теплых регионах, мы предпочитаем белых. Почему белых? Когда вот осенняя охота, снега не видно, нету. Он в горах хорошо ориентируешься или на расстоянии. Из бинокля видно это. И также наоборот, когда снегу много, белые тайганы побежали, и их не видно. А когда темного цвета, там, их ориентируешься. Вся охота у нас, когда белый тайган, уходила на поиски этих тайганов. Мы идем по следам и ищем. Вот. А когда тогда уже мы подбираем пара, один черный и один белый. Тогда нам легче получалось их зимой и летом ориентироваться. И помедленнее можно. Вальяжно, с собачками. Подождите, на следующий красный, хорошо?
Тайганы в городе – явление редкое. С их грациозностью и элегантностью они спокойно могли бы размещаться на обложке модных журналов. Однако большинство бишкекчан предпочитает гулять с милыми шпицами или хаски. Они статные, красивые, худенькие, грубо говоря, как модели. Вот. Если тайган в городе редкость, то на кинологических площадках тем более. Но это всего лишь дело времени. Работать с тайганом увлекательно, а самое главное – этот интерес взаимный. Команда рядом к снаряду. Молодец. Молодец, хорошо. Вот, сидеть, сидеть. Молодец, хорошо. Лежать. Ай, молодец, хорошо. Основная задача стоять возле собаки, ждать моих команд. Как только собака проявит защитную реакцию, после прогона фигуранта вы поощряете собаку. Хорошо. Мне стало интересно, что представляют из себя собаки, какие рабочие качества. Собаки прекрасные, выносливости, хорошие охотники. В данный момент мы посмотрели, потестировали их как охранников. Они показали себя достаточно неплохо, при условии, что собакам небольшой возраст, они всего лишь подростки. То есть отсюда мы сделали вывод, что собаки не только прекрасные охотники, но и могут нести охранную службу. Как компаньоны себя ведут неплохо, дрессируются достаточно несложно. Неприхотливая порода в плане погодных условий и так далее. На международных выставках тайганы выставляются крайне редко, поэтому они вызывают особый интерес не только у зрителей, но и судей. В тяжелые времена верный помощник и друг от голода спасал целые села. Сегодня наше время сохранить, приумножить и прославить тайгана на весь мир.